ураган ночью. Всем доброе утро, добрый день, как смотрели. Сейчас 9 часов утра, 18 число. В гараже сейчас 13 градусов тепла, на улице градусов 12. Дома уже холодно, да? Как мы все знаем, что в Турции, ну не знаю, может быть не во всей, там в Стамбуле или, конечно, там есть, наверное, центральное отопление, но я знаю точно, что в Алании нет центрального отопления, и в Анталии тоже не везде это есть центральное отопление. Где-то есть, где-то нету, то есть все по-разному, но в Алании этого нету. И, соответственно, как мы привыкли, да, с вами, то есть вы пришли домой в России спокойно, топим, нас топит батареи, мы еще открываем окна, топим улицу, все, да, еще как бы такое же бывает, согласитесь, жарко у нас. Ну вот здесь такого нету, здесь будете топиться вы либо кондиционерами, но тогда будет счет за электроэнергию, ну, огромный. Смотрите, бензин, только 10 дней назад я заправлял 10 литров, вот 200 лир, 20 литров у меня было, даже 20-300. Сейчас уже стало 11,68, 11,71, 11,83. Газ стал 8,67. В данный момент времени лира составляет 4 рубля 57 копеек. То есть она просто колоссально падает. В Турции растет все просто как на дрожжах. Людям зарплату не повышают, лира падают, они получают столько же денег. То есть средняя, если в Алании, наверное, зарплата, ну, я думаю, это было лира где-то 3-4. То есть умножьте 3000 лир на 5 рублей. Это 15 тысяч рублей. Это, наверное, как в любом маленьком городишке. Раньше это было, когда лира стоила 10 рублей, соответственно, то это было сколько рублей? Да, вот такая погодка, дождик, все в штанах, в куртках. Давайте посмотрим, так немного заглянем на рынок, пока я схожу, куплю, что сколько стоит. Сейчас, ну что нам на Новый год актуально? Актуально, наверное, нам посмотреть. Да, мандарины, все мы любим мандарины. Лимоны, апельсины. Я так вкратце проведу, 5 лир. 5 лир. Лиру умножайте умножать на сколько надо будет ее? Ее, получается, надо умножить на 4,50. Давайте округлим до 5. 5,5, 25. Будем так вот считать. Это будет актуальней. То есть люди только разгружаются. То есть апельсины 4. Ой. Клубника 30. Три лиры это стоит у нас 3 лиры. Морковка 4, 6, 18, яблоки 5, яйца 1,5, айва, авокадо 6, 5, зелень там 1,5. Вот, пожалуйста, апельсины 2,50. На любой вкус и цвет. 6 груша, 4, 3,50 лимоны. Картошечка, лучок, все это есть, ребят. Короче, цены здесь пока ничего не поменялись. Они поменялись в магазинах. То есть здесь я разницы не вижу. Когда был сезон, это было лето. То же самое там, то есть черри 8 лир стоит. Хоть и туристов уже нету. То есть, пожалуйста, кукуруза уже варится. Сколько сейчас помидоров стоит? 2,50. 2,50 килограмм помидоров. Сколько у нас в России стоит? Я что-то давно не был, не приценялся. Сыры, оливки 20 лир, 30, 35. Крупные, огромные. Вот яйца по 2 лиры. Такие-то вот. Короче, ребят, закупился я все. Не снимал, потому что просто одному неудобно. Смотрите,
что я тут не купил. Всего у меня было 88 лир. Ну, это умножьте на 4,50, ну, если округлить на 5. Сейчас сяду в машину, покажу вам, сколько это, что я купил. За 10 евро дают 176 лир. Вот этот пакетик я весь купил за 5 евро. Давайте, короче, с вами посчитаем, сколько это по деньгам на русские деньги. Значит, я умножаю, буду прям шиковать. И умножу 9 на 5, не на 4,50. 9 у 5, 45 рублей. На 450 рублей вот эти все покупочки мои вышли. Я считаю, ну, ребят, это просто очень мало. Не знаю, ну, это реально мало. То есть на 450 рублей и молоко, и яйца. Ну, понимаешь, здесь одни овощи и фрукты, то есть тут нету мяса, но тем не менее, на 450 рублей. Черри, мандарины, бананы, авокадо, килограмм яблок таких, килограмм яблок других, гранат, 2 кукурузы уже готовые. И всего это 450 рублей. А если посчитать по-правильному, 4 на 4,50 стоит курс, то это 400 рублей. То есть на 400 рублей купили, блин, ну это классно. Но за магазинами не поспеваешь. В магазинах реально растет цена огромная. Ладно, поехали выдвигаться к дому. Все будут, я думаю, довольны. Вот такая спонтанная у меня покупки сегодня. Не то, что спонтанные. Ну, я думал на 400 рублей. Я не куплю себе не особо много из... Класс. А если вы придете, такой еще лайфхак, если, например, если вы будете покупать все после, там, не знаю, когда там 4 вечера, фермеры уже стараются избавиться от своих продуктов подешевле. Ну, не прям, чтобы избавиться за бесплатно, нет, конечно. Это будет, конечно, дешевле. Ну, на все минимум еще отнять лира, 2, то есть будет подешевле. То есть, но вечером будет, конечно, будет больше толкучки, больше народа будет. То есть я пришел в 9, сейчас туристов уже мало. Это в основном жители, которые здесь живут, турецкие граждане и, соответственно, просто иностранные граждане тоже, которые здесь купили квартиру, снимают квартиры, которые проводят здесь свою зимовку, либо как-то еще после на отдых. Вот такие сейчас недорогие цены. Ну, ребят, удивили, не сказать ничего. Это просто копейки в связи с этой лирой. Но были митинги в Стамбуле, люди недовольны, потому что зарплата у людей не растет, а лира падает, соответственно, они получают зарплату в лирах и получают копейки. То есть средняя зарплата, давайте 3000, ну ладно, 5. Вот считайте, 5,5, сейчас лира, ну, я округляю в 5, 5,5, 25 тысяч рублей. А если 3 5, это 15 тысяч рублей. На таких рынках питаться можно, но мясо, колбаса, вот это, сыры, все это, конечно, дороже. И Эрдоган поднял там до минималки, по-моему, то раньше минимальная зарплата была 3 750 лиры, а сейчас 4 250. Он поднял на 500 лир минимальную заработную плату. По-моему, я не ошибаюсь, да. Вот такие дела. Кукуруза пахнет фруктами, пахнет круто. Так что мы с вами возвращаемся домой. Моя поездка заняла. Я проживаю в районе Каргыджак. Мне на машине сюда составило ехать около 5 километров. Все, вот эта прямая дорога, которая ведет меня прямо к дому. И эта трасса, она идет, трасса также на Мерсин, 350 километров. Погода такая, 12 градусов. Давайте покажу, 12 градусов тепла. Но опять же, вот я был в куртке, не в куртке, а вот в этой, то есть не замерз. Сказать, что я замерз, ну, наверное, нет, не замерз. Но дома прохладно, из-за того, что плитка, холодно. Народ потихоньку гуляет. Вот оно море, покажу вам немного, чуть-чуть его. Вот оно. Прекрасное. Ни ямок, ничего. По поводу, если
Вот какая трасса, ну она замечательная, ребят. Нету, она вся ухоженная, вся размеченная. Не знаю, приятно ехать по ней. Вот ребята побежали. Вон солнышко пробивается. Теперь мы с вами выехали из района Махмутлар, вот этого нашего любимого, и въезжаем в Каргыджак. Гляньте, солнце пробило, греть стало прямо сильно-сильно. И это очень радует, конечно, когда солнышко, когда солнечный день, ребят, хочется делать что-то, хочется чем-то заниматься. Ну, это радует. Легковые 70, грузовые 50. То есть здесь мы уже здесь живем. Вверху, если будет вам видно, это отель, я в нем был. Называется Utopia World. Неплохой отель, классные виды оттуда получается он находится на горе прямо. Кому интересно, я вставлю ссылку. Можете посмотреть про этот отель. Здесь хорошие комплексы слева. Вот в этом отеле я вам снимал. Был я, он такой заброшенный, уже лет 5 не работает. Тоже, может быть, ссылку поставлю вам. 5 минут, и я у себя уже дома. Все, ребятушки, не забывайте, кошка аккуратней, не забывайте поставить лайкосик, ну и что-нибудь написать. Это человек, у которого мы снимаем квартиру. Я ему, он проехал на мопеде, погнал куда-то. У него также есть Opel Insignia, нормальный автомобиль. Мне всегда он тоже нравился. Помимо того, что я обожаю Мерседесы, конечно, это моя пока самая любимая марка. А также я люблю Opel, ну конкретно Insignia, турбированную.